видели, ты боролся на чемпионате России с Акимбо. Как он тебе? Было такое, да. Я думаю, что там была судейская ошибка. Дмитрий Силаев недавно выиграл у Виталия Лалетина. Для тебя это было сюрпризом? Ну, для меня, да, в какой-то степени был сюрприз. Сейчас мы будем проводить турнир среди юниоров. Он первый у нас, то есть раньше мы проводили только первенство, и первенство причем проводили в возрасте от 16 до 21 года. Не разделяли на две возрастные категории, а сейчас решили провести дополнительный турнир 16-18 лет, 19-21 год. Ну да, я верю в него. А почему ты так уверен? Ну, как сказать, если не будет переживать, то выиграет. То есть ты его поддерживаешь, да? Да, я его поддерживаю. Выиграем. Спонсор выпуска – Димакс Спорт. Друзья, я всегда отличался оригинальностью. И мне пришла мысль включить в тренировки своих учеников упражнения с утяжелителями. Для девушек это, я считаю, вообще незаменимый спортивный снаряд. Для тренировки ног, спины и ягодичных мышц. А ребятам я советую делать упражнения с утяжелителями для выносливости и статической силы. Но при покупке утяжелителей я столкнулся с тем, что они были неудобны. Постоянно расстегивались или переворачивались при резком движении, меняя свое положение. И мне в интернете попался на глаза магазин Димакс Спорт, специализирующийся только на утяжелителях. И теперь я заказываю их только здесь. Надежные и инертные спортивные утяжелители для плавания, бега, фитнеса, бокса, карате, гимнастики и танцев. Ребята доставляют свою продукцию по всей России. Если покупать утяжелители, то только здесь. Рекомендую, друзья. Все ссылки на их ресурсы оставляю в описании к этому видео. Друзья, в это воскресенье я со своим учеником Павлом отправился на открытое первенство по армрестлингу. Для Павла это были первые соревнования в его жизни. И сегодня я вам расскажу о том, как проходил турнир. Поговорим с Ильей Гриневым о его выступлении на чемпионате России и о прошедшем турнире в Чеченской Республике. А также вы увидите, как молодые ребята, не подозревая, кто перед ними, учили грандмастера бороться. Итак, поехали. Пока судьи и спортсмены готовились к соревнованиям, я решил воспользоваться тем, что молодежь меня не знает. Представился оператором и решил немного разыграть ребят. Для тех, кто смотрит мой ролик впервые, уточню, я являюсь чемпионом мира по пара-армрестлингу. Соревнования проходят.
Ну давайте переходить к самим соревнованиям. Главный герой соревнований. Сейчас мы будем проводить турнир среди юниоров. Он первый у нас, то есть раньше мы проводили только первенство, и первенство причем проводили в возрасте от 16 до 21 года. Не разделяли на две возрастные категории, а сейчас решили провести дополнительный турнир 16-18 лет, 19-21 год. И собираемся в дальнейшем этот турнир проводить вот так же весной, в мае. Планируем этот турнир проводить каждый год, просто потому что сейчас появилось достаточно большое количество юниоров, уже появилась необходимость в том, чтобы для них турниры проводить. Вот поэтому в этом году мы первый раз проводим помимо первенства еще турнир. Открытый, да, будут с Московской области спортсмены, с Москвы, возможно, кто-то будет. Да, вот в последние года 2-3 больше стало юниоров появляться. То есть раньше их было достаточно много в районных центрах, в Старице, в Вышнем Волочке, в Лихославле. Но так как там сейчас, в Вышнем Волочке сейчас еще армрестлинг в порядке, вот, в Старице, в Лихославле сейчас армрестлинг не развивается, и, соответственно, юниоры не при делах. А в Твери сейчас юниоры стали появляться. В Твери и в Нелидово сейчас активно тоже армрестлинг развивается. Мы с моим учеником Павлом Соболевым представляли на этом турнире город Вышний Волочек. Учитывая, что парень выступал на соревнованиях впервые, результат он показал вполне достойный, войдя в тройку сильнейших. А по-другому и быть не могло. Ведь он тренируется у чародея, который делает чемпионов. Запомните этого парня, друзья. Я думаю, у него большое будущее. Давай, давай! Держи! Держать! Все, он твой, он твой, он твой. Вообще, учитывая, что турнир был среди юношей, здесь было на что посмотреть. Ребята показали все очень достойную борьбу. Надеемся, что такие турниры будут в Твери проводиться и впредь. И верим, что когда-нибудь из этих мальчишек вырастут большие спортсмены. А равняться им есть на кого. На того же Илью Гринева, который недавно достойно представлял Тверскую область на чемпионате России. У кого ты занимаешься? У Ильи Гринева хороший тренер. Это вторая Россия моя была, то есть я в первый раз в достаточно уже серьезном возрасте поучаствовал на России. То есть в прошлом году мне 33 года было, в этом году вот в 34 поучаствовал. Соревнования очень нравятся, просто нигде такой опыт нельзя получить, как на соревнованиях высокого уровня, а выше России у нас ничего нету, выше чемпионата России. Поэтому всем советую, кто давно занимается и побаивается выступать на России, ну, соответственно, кто давно тренируется, кто давно занимает первые, там, вторые места в своем регионе, вот советую на Россию ездить. Обязательно. Своим выступлением, да, в целом доволен, потому что есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Сколько схваток ты выиграл на левой? Ну, на левой одну схватку выиграл, и один тур меня пробросило, то есть по сетке повезло, поэтому место сравнительно высокое занял в серединке. А на правой руке 3 схватки выиграл. И четвертая, вот, решающая схватка была очень затяжная с мастером спорта, поэтому в целом я доволен. Расскажи про борьбу с акимбо.
Было такое, да. Я думаю, что там была судейская ошибка. Мне дали фол в проигрышном положении, но фола в проигрышном положении там нет. Я просто ногу переставлял с привычной позиции на стойку, и вот во время переставления у меня нога соскочила, соответственно, случился фол. Но если посмотреть на то, что было до фола я улучшал свою позицию, то есть руку супинировал, улучшал свою позицию, поднимал руку, и в этот момент у меня сходит локоть. В такой позиции нельзя давать фол в проигрышном положении. Ну, это судейская ошибка, но из-за того, что все было быстро, я просто не стал спорить там. И я тогда еще, не просмотрев видео, не понимал, что на самом деле произошло. Я просто говорю, что мне дали фол неправомерно. То есть нельзя было давать... Нет, точнее, мне должны были дать просто фол за сход локтя, но мне не должны были давать фол в проигрышном положении с поражением. Вот. Поединок Силаева и Лаолетина. Для тебя это было неожиданностью? Для меня, да, в какой-то степени был сюрприз. Но я думаю, что просто Виталий сейчас в несколько худшей форме, чем обычно, просто Силаев набрал форму. То есть вот так вот одно наложилось на другое. Но, во всяком случае, мне так кажется со стороны. На этом все, друзья. Выводы, как всегда, делать вам. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. Если есть возможность, то поблагодарите меня как автора канала небольшим донатом. Способы, как поблагодарить автора, я оставляю в описании к видео. И обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.